Брюссель – это современный город. Моему взору открылись многочисленные здания, выстроенные в стиле модерн, офисы, магазины и пустующие после новогодней ночи улицы. Все вокруг красноречиво свидетельствует о достатке и благосостоянии жителей города. Это и неудивительно, поскольку Брюссель избран столицей не только Евросоюза, но и городом, в котором размещается штаб-квартира НАТО. Брюссель находится в самом центре Европы, что одновременно является и даром судьбы, и тяжелым испытанием. История этого региона преисполнена войнами и кровью, а сама страна получила независимость лишь в 1830 году, что по меркам истории – вчерашний день. Впрочем, в наши дни Бельгия – это преуспевающая, относительно спокойная и процветающая страна с развитой экономикой. Погуляв немного по городу, я направился в центр. Как всегда, меня интересуют прежде всего исторические достопримечательности. Посмотрим, чем же сможет удивить меня Брюссель. Мы находимся перед так называемым Домом Короля. Изначально это здание было построено в 13 веке, и оно служило хлебными рядами. Здесь были складские помещения. Потом, чуть позже, здание стало называться Домом Герцога. А когда в Бельгию пришли французские захватчики под предводительством Наполеона, здесь разместилась городская мэрия, и здание стали называть Домом народа. А позже оно вошло в историю как Дом Короля. Но на самом деле никакого короля здесь никогда не было, а всегда располагалось местное правительство. А вот эта площадь, на которой мы находимся, это так называемая рыночная площадь, потому что раньше здесь были всевозможные торговые лавки, ну а сейчас здесь стоит просто большая красивая елка. Мы находимся у статуи писающего мальчика. Ну, конечно же, какой Брюссель без писающего мальчика? Это в буквальном смысле символ этого города. Наверное, такой же, как Эйфелева башня, это символ Парижа. Статуя мальчика была отлита Жеромом Дикенуа и установлена еще в 1619 году. После этого ее много раз воровали и возвращали обратно. Легенда гласит, что эта статуя возникла благодаря маленькому шалуну, который был застигнут врасплох феей, когда писал на крыльце ее дома. В наказание разгневанная волшебница превратила его в камень. И теперь писающий мальчик раскупается заехавшими туристами на расхват. Есть даже свой собственный вечный огонь. Вечный огонь, который я встретил, находится у основания колонны Конгресса, памятника независимости Бельгии. Колонна увенчана статуей Леопольда I. В августе 1830 года в Бельгии началась революция, в результате которой возникло независимое государство, отделившееся от Нидерландов. Национальный конгресс проголосовал за конституционную монархию и 4 июня 1831 года избрал Леопольда I бельгийским королем. Ну вот мы и приехали в Брюгге. Замечательный, маленький, красивый городок с уютными узенькими улочками, маленькими каменными домиками, плотно прилепленные друг к другу, создают неповторимую атмосферу сказочной Европы. Наверное, каждый из нас видел эти открытки с изображением зимнего Брюгге, заваленного снегом, с горящими окнами маленьких домиков, за каждым из которых непременно готовится праздничный пудинг. Однако реальность совсем не такова.
Как вы видите, Брюгге встретил меня солнечной погодой. На улице +8, в то время как в Москве сейчас -15. И это, на секундочку, 2 января. Однако даже весенняя погода не мешает получать от города удовольствие, потому что Брюгге прекрасен сам по себе, независимо от погоды. Прогулявшись немного от гостиницы до городского центра, я отправляюсь в один из местных ресторанчиков, чтобы позавтракать и оценить уровень цен. Хочу вам сказать, что с учетом этого бешеного курса евро, завтрак нам обошелся аж в целых 3000 рублей. Безумие путешествовать сейчас по Европе. Кстати, что мне понравилось, почти во всех ресторанах висят портреты или фотографии каких-то людей, которые, видимо, когда-то владели этими заведениями. Очень интересно бывает их поразглядывать. Мы находимся на старинной рыночной площади Брюгге, площадь Гроте-Марк. Известная тем, что здесь регулярно проходят новогодние ярмарки, и в прошлом, как в принципе и сейчас, здесь активно процветала торговля. На этой площади находятся самые старинные здания в Брюгге. Например, вот эта колокольня Белфорд достигает высоты 83 метра. Она начала строиться в конце 13 века и печально известна тем, что неоднократно здание горело. Однако в конце 18 века его все-таки удалось восстановить, и именно в таком виде сейчас оно и предстает перед туристами. Брюгге – это один из самых старинных и красивых городов Европы с уникальной атмосферой. Впрочем, довольно банальностей. Вы и сами видите, насколько прекрасен город. Добраться до Брюгге можно на поезде из Брюсселя. Обойдется поездка всего в 15 евро, и поезд идет около часа. Город ведет свою историю с 9 века. Распространенная версия гласит, что своему названию город обязан викингам, которые, высадившись тут однажды, назвали деревушку Брюгге, что в переводе означает «причал». После того, как внуки Карла Великого поделили между собой Европу, первым графом Фландрии был назначен Болдуин Железнорукий или Болдуин Железная Рука. Он и построил в Брюгге укрепление, которое должно было предохранять город от норманнов. Когда-то Брюгге процветал. Он был перекрестком торговых путей, и близость к воде способствовала обогащению города. Именно Брюгге был избран центром Ганзейского союза, и здесь находился крупнейший филиал банка Медичи. Если окажетесь в Брюгге, очень рекомендую вам посетить местный исторический музей, который так и называется «Historium», и находится на главной рыночной площади. Это не обычный скучный музей с экспонатами за стеклом. Здесь вы увидите целый интерактивный фильм про историю Брюгге и про жизнь города в 15 веке. Да, и про зеленого попугая.
Oh yay, dear visitors! You are about to travel back in time. Входной билет стоит около 12 евро. Перед посещением вам выдадут аудиогид, специальное устройство с наушниками. Есть версия и на русском языке. После этого вы ходите по музею из комнаты в комнату, и вам рассказывают историю некого Джейкоба, который жил в 15 веке в Брюгге и работал на художника Яна ван Эйка. Каждая комната музея оформлена любопытными декорациями, так, чтобы у вас возник эффект присутствия в средневековом городе. Гуляя по залам, вы будете как бы подглядывать за главным персонажем фильма благодаря мониторам, которые вмонтированы то за оконные рамы, то за дверные проемы. Джейкоб будет то гулять по городу, то заходить в таможню, то оказываться на крыше здания. Одним словом, это полноценный 5D кинотеатр. Сюжет, конечно же, больше всего придется по вкусу детям, но позволит отвлечься и взрослым. Перед нами городская ратуша. Это одно из самых красивых и старинных зданий города. Оно было построено аж в конце XIV века. По красоте и величественности этого здания можно судить о былом богатстве города. Брюгге был столицей Ганзейского союза. Здесь находились офисы всех купеческих компаний того времени. И город взимал огромные пошлины от товаров, провозимых через его территорию. Однако со временем каналы пересохли, и с этого момента начинается закат славы города. А что касается Ганзейского союза, то он избрал своей столицей другой город – Антверпен. Если будете в Брюгге, обязательно посетите Нотр-Дам. Здесь находится скульптура самого Микеланджело. Это единственная работа мастера, вывезенная из Италии при жизни Микеланджело. Ну вот, дорогие друзья, мы и в Генте. Всего полчаса пути на поезде от Брюгге. Надо сказать, что погодка сейчас выдалась какая-то неважная. За окном идет мелкий моросящий дождик, но я надеюсь, что поснимать все-таки удастся. Да, пару слов хочу сказать про обменники. Дело в том, что на Новый год я приехал в Бельгию с долларами. Я наивно полагал, что поскольку Брюссель это крупный город и все-таки столица Евросоюза, мне легко удастся поменять доллары на евро. Но не тут-то было. Наш самолет приземлился в аэропорту в 7 часов вечера. И единственный обменник, который я там нашел, был уже закрыт. Думаю, нет смысла говорить, что позже вечером в самом городе уже ничего не работало. Но это и понятно, подумал я. Все-таки близится Новый год. Однако 1 января мне по-прежнему не удалось найти ни одного обменника. И даже аптеки были закрыты повсеместно во всем городе. Я оказался в критической ситуации, потому что денег на моей банковской карточке у меня не было, а на руках только доллары, которые, естественно, в Бельгии к оплате не принимаются. И тут я вспомнил, что на моем телефоне установлено мобильное приложение Payber. Payber – это мобильное приложение, которое позволяет вам с легкостью попросить у друзей денег в долг. Деньги будут перечислены на вашу банковскую карточку. К сожалению, на данный момент Payber доступен пока только для телефонов компании Apple. Однако разработчики обещают выпустить в ближайшем будущем версию приложения под систему Android. Все, что вам нужно, это скачать мобильное приложение с Apple Store и привязать к нему банковскую карточку. Делается это довольно-таки легко, в 2 шага. Сначала вы запускаете мобильное приложение, затем проходите простую процедуру регистрации, указываете реквизиты своей банковской карточки, верифицируете ее по технологии 3D Secure и подтверждаете свой номер мобильного телефона. После этого вам надо попросить всех своих близких друзей и родственников, чтобы они сделали то же самое. И после этого, когда вы окажетесь за границей и у вас возникнет похожая ситуация, вы легко сможете попросить у друзей взаймы. Для этого вам нужно выбрать в адресной книге приложения друга и запросить у него требуемую вам сумму. После этого запрос на выдачу займа поступит на его мобильный телефон, и все, что останется сделать вашему приятелю, это всего лишь нажать одну кнопку. Деньги будут перечислены на вашу банковскую карту. Согласитесь, это очень быстрый и удобный способ.
Конечно, для этого вам нужно иметь интернет, однако сейчас почти во всех отелях он есть. Огромный плюс этого приложения заключается в том, что вам нужно всего лишь один раз привязать свою банковскую карточку. То же самое нужно сделать и вашим друзьям. И все. Больше никаких номеров карты и других реквизитов передавать друзьям не нужно. В моей ситуации Paber меня выручил. И я надеюсь, что в вашей ситуации он тоже окажется полезным. А еще лучше, чтобы таких ситуаций не возникало. Поэтому поговорка «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» оправдывает себя как нельзя лучше. Ну вот, друзья, как видите, хорошему видеографу дождь совершенно не помеха. Перед нами большая красная пушка. Не только в Москве есть своя царь-пушка, но еще и в Генте. Первоначально она называлась «Большой красный дьявол», но в настоящее время носит название «Безумная Грета». Эта пушка стреляла каменными ядрами и была отлита в 15 веке. Пушка использовалась при осаде города Аденарде и была захвачена местными жителями как трофей. Вернулась она в Гент только в 16 веке и достоверно неизвестно каким именно способом. И теперь эта пушка красуется здесь. Несмотря на то, что Гент встретил меня довольно-таки унылой погодой и морозной прохладой, мне все-таки удалось немного побродить по городу и ознакомиться с ним. Пасмурный дождливый Гент вызывает смешанные чувства. С одной стороны, такие пейзажи нагоняют легкую меланхолию, но с другой стороны, такая погода как нельзя лучше раскрывает величественную, готическую красоту города. В отличие от Брюгге, город с первого взгляда может разочаровать искушенного путешественника. Однако я не советую делать вам поспешных выводов. В любом новом городе надо освоиться, побродить по его улочкам, полюбоваться архитектурой и постараться прочувствовать его. Гент открывается странствующему путнику не сразу, но однажды раскрывшись, он полюбится вам навсегда. В средние века Гент называли городом висельников. Это был второй по величине город после Парижа. Гент был достаточно богатым городом за счет торговли и текстильной промышленности. А еще здесь сохранилось большое количество старинных зданий, поэтому Гент по праву считается музеем под открытым небом. Ну что ж, я пойду дальше осматривать достопримечательности города. Следующий пункт моего назначения – это квартал суконщиков. Пик могущества города, как и у Брюгге, для Гента пришелся на 14 и 15 века. Город достиг небывалой экономической мощи. Здесь заключалось большое количество международных контрактов. Город был средоточием самых сильных суконных гильдий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что богатый регион всегда чувствовал свою значимость и постоянно пытался скинуть бремя чужеземной власти, чтобы обрести независимость. Вот и в 16 веке, воспротивившись высоким налогам, горожане поднимают бунт против императора Карла V. Карл, в свою очередь, преподнес жителям своеобразный урок, большую часть из них приказав повесить, а кого-то пощадив, но заставив вымаливать прощение на коленях, босиком, стоя с петлей на шее. Отсюда за городом и закрепилось это прозвище – город висельников. В наши дни Гент является довольно оживленным городом. Он находится примерно на полпути между Брюсселем и Брюгге, и потому рекомендую вам заехать сюда именно по возвращению из Брюгге, либо по пути в Брюгге. На мой взгляд, на знакомство с городом вполне хватит и одного дня с ночевкой. Однако это при условии, что вы не планируете посещать местные музеи, соборы, либо бросаться на туристические лавки. К слову о них, в Генте не так много туристов, если сравнивать их количество с тем же Брюгге, поэтому и сувенирных лавок я тут не встречал на каждом шагу.
Однако в Генте есть совершенно замечательная рождественская ярмарка. Поэтому отдельное время на покупки и походы по магазинам сувениров лучше запланировать в Брюгге. Однако если в Брюгге лучше всего пробовать местный шоколад, то в Генте я настоятельно рекомендую вам попробовать пиво и обязательно покататься по реке на пароме. А еще в Генте большое количество магазинов одежды, и здесь можно устроить себе настоящий шопинг. Дождь идет непрерывно, и, честно говоря, я очень замерз. Поэтому зашел в одно из местных кафе подкрепиться глинтвейном, чтобы согреться. Пожалуй, основной достопримечательностью Гента является Гравестин. Замок был построен еще в XII веке. Средневековая Европа представляла из себя крайне опасное место. Различные группировки постоянно соперничали за землю и власть. Границы феодов перекраивались каждый год. Сложно было завоевать землю, но еще сложнее было ее удержать. Поэтому, придя к власти, важно было позаботиться о безопасности. Именно ради этой цели и был построен Гравестин. Когда я смотрю на него, то у меня возникает ассоциация с другим замком – Кастельнува, который расположен в Неаполе, такой же монументальный и старый. С открытием пороха и с повсеместным распространением пушек замок утратил былое значение. Сейчас здесь находится музей, который я посещать не стал из-за своей патологической нелюбви к музеям.